Сколько ходит мифов и легенд вокруг гробниц великих султанов и султанш. Многие задаются вопросами, что же находится в гробницах правителей Османской империи. Давайте начнем по порядку. В основном большая часть всех захоронений находится в Стамбуле, только малая часть разбросана по Турции. В Стамбуле находится 1000 тюрбе. Тюрбе, а оно же усыпальница или место упокоения, считается гордостью Турции. Именно они напоминают людям о великих предках, которые много сделали для Османской империи. Не секрет, что во время правления султана Великолепного Турция унаследовала большую часть самых ценных построек и самых красивых, так как Сулеймана неспроста называли великолепным. Он очень хорошо разбирался в архитектуре, и его друг в дальнейшем, который стал главным архитектором Синан, возвел Сулейманию и другие великолепные мечети и постройки. Именно в Сулеймании находится большая часть тюрбе, они же являются самыми красивыми и значимыми для Турции. По историческим данным, первое тюрбе было возведено в 1458 году, а последнее сооружение такого плана было построено в 1910 году. Что самое интересное, так то, что в одном тюрбе могли захоронить несколько султанов, если не успевали подготовить для него место. Все это можно объяснить традициями захоронения мусульман. Обычно всех умерших мусульман хоронили как можно быстрее, так как верили в то, что душа умершего не сможет попасть на тот свет, если его не предадут земле. Поэтому тело хоронили на следующий день до заката солнца. Также гробы были не приняты, так как они мешают человеку воссоединиться с землей, и хоронили в саване. Ни одежды, ни предметов роскоши в могиле не было. Конечно, были исключения, в них попадали воины. Их хоронили в том, в чем человек погиб, а кровь свидетельствовала о его героизме и силе. Но многих султанов подвергали страшным мукам в плане души, так как она мучилась не один день, без возможности соединиться с Аллахом. Это выражалось в том, что именно их не всегда могли быстро предать земле, так как боялись бунтов и войн между шахзаде. Султанов прятали от народа, дабы дождаться наследника. Это мы могли видеть в сериале «Великолепный век». Султана Сулеймана не сразу похоронили, а скрывали, дабы дождаться Селима и не расстроить войско, и не дать пасть им духом в момент ответственной битвы. Тело Сулеймана забальзамировали, хотя это делать было нельзя. Но и тут приближенные султана пожалели душу Сулеймана и похоронили его сердце и внутренности под его троном, дабы облегчить его страдания. В записях есть упоминание, что Сулеймана выносили мертвым на носилках, дабы показать войску, что султан жив, и воины поверили, так как султан был болен, и он в последнее время лежал и не мог вставать. Было много моментов, когда смерть султанов скрывали. Можно взять даже того Селима, когда Нурбану приказала тело султана обсыпать льдом и дожидалась своего сына. Были случаи, когда мертвого султана ставили возле окна и махали янычарам его рукой, чтобы те были уверены, что султан жив. Что только не делали османы, чтобы избегать волнений в народе и помочь шахзаде занять свой трон. Вы, наверное, сейчас зададите вопрос: так что же в самом тюрбе? У мусульман не принято ставить надгробие, и холм на могиле должен быть небольшим, но мы видим надгробие из мрамора на могилах членов династии. Их тела упокоены глубоко в земле, под самим надгробием. Сами тюрбе разные. Мы можем видеть большие тюрбе с головным убором султанов, там лежат султаны, а те, у которых нет этих уборов, находятся султанши, сестры султанов и дочеря. В самых маленьких тюрбе находятся дети, и мы можем видеть, что их очень много. Смерть детей в Османской империи была частым явлением. Детей уносили болезни, в основном оспа. Но самой страшной причиной смерти являлся закон Фатиха. В истории известен самый страшный и кровавый султан – это Мехмед III. Он зашел на престол и просто буквально искупался в крови невинных. Он воспользовался законом Фатиха и убил 12 своих братьев, 11 сестер и практически 14 наложниц, которые ждали детей от султана. Сам султан Сулейман дал ему имя Мехмед,
в честь Мехмеда Завоевателя, но внук султана воспользовался не силой своего предка, а тем законом, который тот создал. Простой народ рыдал, когда из ворот дворца Топкапы выносили гробы, они плыли бесконечным потоком. Грудных малышей убивали, отрывая от матерей. Не все могли это выдержать, большая часть женщин покончили жизнь, потеряв своего ребенка. Такого потрясения жестокости не было за всю историю Османской империи. Даже сын Ахмед не пришел на похороны своего отца, когда тот отдал Богу душу в свои 40 лет. Его проклинали долгие годы, никто не приходил к нему на могилу, так как никто не мог простить ему столько невинных жертв. Такое сильное потрясение могло спровоцировать бунты простого народа, и вскоре был принят закон, что только старший сын имел право на престол, а другие шахзаде обязаны сидеть в золотых клетках. Но я скажу, это было тоже не лучшим решением. Многие шахзады сходили с ума в этих клетках, и после того, как их возводили на престол, они творили такие вещи, что я не знаю, что и лучше. По мне, так лучше бы их отсылали в санджаки без права собирать для себя войско и так далее. Но можно же было что-то придумать. Могу сказать точно, быть султаном очень нелегко. Даже после смерти ты не найдешь себе покоя, так как твое тело может оказаться где угодно, вплоть до самого дальнего и темного чулана Топкапы.